целятся по Украине, но попадают по союзникам. Удар российских беспилотников пришелся по ближайшим соратникам Путина. Неожиданно, но закономерно. Точка взрыва. Генсек жестко обратился к европейцам. В НАТО признали главную уязвимость, но решение есть. Досмотрите. Облава в Европе. В столице объявили награду за поимку террористов. Теперь искать будут всем континентом. Военный переворот или умелый вброс, захват туристических объектов, покушение на диктатора, информационная операция или все же военная. Что происходит в столице? Об этих и других самых главных событиях утро среды, 28 января. Спасибо, что вы с нами. Говорим о том, что действительно важно. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Удар по дружбе, и это уже звучит как сигнал не только для Украины. Во Львовской области атакован объект, связанный с нефтепроводом «Дружба». После удара работу остановили, официальные соображения безопасности. Речь об объекте в Бродах во Львовской области, который утром атаковали беспилотники. Этот узел используют для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. После ударов об ухудшении качества воздуха сообщают сразу в нескольких районах. Шахеды атакуют не только Украину, один такой упал в Добруше, Беларуси, без взрыва, и его тут же убрали с глаз, но в медиа он попасть успел. Украинские мониторинговые каналы сообщали о нескольких беспилотниках, которые могли нарушить воздушное пространство Беларуси. Один шел курсом на Мозырь, другой на Хойники. Параллельно фиксировали и вылеты дронов с территории Гомельщины в сторону Украины. Выводы местных изданий о том, что через регион могли пройти минимум 3 беспилотника. Они, получается, не глядя их запускают. За последнюю неделю российские войска увеличили контролируемую площадь почти на 27 квадратных километров. Это примерно в 2,5 раза меньше, чем недели ранее. И ниже любых недельных темпов конца 2025 года по картам ОСИНТ-проекта Deep State. Основное продвижение сохранялось на Покровском и Добропольском направлениях, а также появилось на Волчанском направлении в Харьковской области, где до этого продвижение не фиксировали. При этом на Гуляйпольском направлении в Запорожской области и на Часовоярском, Константиновском и Северском направлениях в Донецкой области темпы заметно просели. На Запорожском и Лиманском направлениях продвижения полностью остановились, но вот в российском генштабе измеряют километры как-то по-другому. Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях. С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории. То есть в 20 раз больше, чем насчитали независимые аналитики, у которых есть подтверждение. Кому вы верите больше? Пишите в комментариях, интересно узнать. НАТО и Евросоюз снова обсуждают Гренландию, и звучит так, будто остров льда стал точкой, где можно взорвать отношения США и Европы уже даже после договоренностей. У США есть такой же интерес в НАТО, как у Канады и европейских союзников по НАТО. Но для Европы, если вы действительно хотите действовать в одиночку, и те из вас, кто это планирует, забудьте. Вы никогда не сможете прийти к этому с 5% ВВП. Это будет 10%. Вам придется нарастить собственный ядерный потенциал, а это стоит миллиарды и миллиарды евро. И тогда, в таком сценарии, вы лишитесь главного гаранта нашей свободы — американского ядерного зонтика. Так что удачи! Марк Рютте рассказал, что он и президент США Дональд Трамп согласовали 2 рабочих трека, чтобы снять напряжение вокруг безопасности и суверенитета Гренландии. Первый трек для НАТО. Альянс коллективно должен взять на себя больше ответственности за оборону Арктики. Второй трек. Отдельно США, Дания и Гренландия продолжат переговоры напрямую, без участия НАТО. На встрече также говорили об Украине и помощи со стороны ЕС и США, но главная интрига звучала именно так. Арктика и Гренландия выходят снова на первый план. Искусственный интеллект захватывает Кремль. Песков признал, что в Кремле используют нейросети. Как знать, может, не все Путины, которых мы видим, на самом деле Путины. Речь не только про попробовали ради моды. В декабре 2025 года Песков уже рассказывал, что гигачат от Сбера якобы помогает обрабатывать обращения граждан к прямой линии с Путиным. Но итог все равно проверяет группа специалистов. Не очень похоже на эффективную работу. На этом фоне Путин еще в ноябре 2025 года требовал
требовал, чтобы Россия не зависела от иностранных систем искусственного интеллекта и поручал правительству и регионам собрать национальный план внедрения ИИ. Но вот представление о том, что такое искусственный интеллект, какое-то странное. Петербург говорит о нейросетях и роботе Геннадии для кадровой рутины. В Псковской области обсуждали GosGPT, чтобы переводить канцелярские выражения на понятный людям язык и помогать с подготовкой нормативных документов, но с обязательной модерацией человеком. Найти живым или мертвым – все как на Диком Западе, но расценки другие. Берлин пережил самый длинный блэкаут со времен Второй мировой, а теперь власти начинают охоту за теми, кто это устроил. Сегодня опубликована стратегия розыска группы Vulkan-Gruppen, которая осуществила атаку на энергетическую инфраструктуру в Берлине. В рамках этой стратегии Генеральная прокуратура и Федеральное ведомство уголовной полиции предлагают вознаграждение в размере 1 миллиона евро за информацию, которая приведет к установлению личностей преступников. Германия усиливает борьбу с левым экстремизмом, но в стране по-прежнему звучат призывы к террористическим атакам. В начале января юго-западные районы Берлина оставались без света и тепла около 4 дней. Ответственность за этот теракт взяла на себя ультралевая группа «Волкано». Европу проверяют на прочность каждый день, и на этот раз тревожный сигнал прозвучал из Стокгольма. Россия использует против нас гибридные тактики, включая повреждение подводных кабелей, создание помех GPS-сигналам, проведение дезинформационных кампаний и использование теневого флота, который обходит санкции и создает экологические риски. Россия каждый день проверяет нашу устойчивость и решимость. Регион Балтийского моря уже на повышенной готовности с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Там одна за другой происходят аварии с энергокабелями, связью и даже газопроводами. Попытка военного переворота. Разные издания в разное время со ссылкой на свои источники публикуют информацию о том, что военные якобы захватили так называемый закрытый город. На момент записи видео информация не была подтверждена, но детали ситуации довольно интересны. В Китае ходят слухи о попытке переворота против Си Цзиньпиня. Якобы 18 января генералы Чжан Юся и Лю Чжэнли хотели арестовать его в пекинском отеле, но план сорвался, и дело дошло до перестрелки с охраной. Подчеркиваю, это неподтвержденное сообщение из соцсетей и неофициальных публикаций. Официально же Пекин говорит другое. Минобороны КНР объявила, что Чжан Юся и Лю Чжэнли расследуются за серьезные нарушения дисциплины и закона. Это была цитата, формулировка, которую обычно используют в чистках и антикоррупционных делах. Крупные медиа подтверждают именно расследование и очередной виток военных чисток, но не подтверждают историю о захвате закрытого города. При этом признаков публичной блокировки Пекина нет, туристические объекты работают в обычном режиме и по расписанию. Украинских президентов торжественно посвятили в сатанисты. Говорят об этом люди знающие, это уже не просто проповедь, а политический манифест под аплодисменты. Сколько там сатанистов, которых воспитали униаты, западники, НАТО и так далее, и так далее. Что против них может сделать? Да, Зеленского можно, безусловно, прилететь снаряд может, но до конца этот сатанизм истребить невозможно. В том числе нужна молитва, сила Божия. На конференции «Защита православия и русского мира. Залог преображения России» в Центральном доме российской армии один из митрополитов, отвечающий в РПЦ за работу с армией и силовиками, публично назвал Владимира Зеленского, Петра Порошенко, главу офиса Зеленского Кирилла Буданова и почти всех украинских президентов сатанистами. Говорит, одного оружия недостаточно, и призвал побеждать их молитвой и постом. В зале, где собралось более 500 военных священников, эти слова встретили продолжительными аплодисментами. Вы после отпуска храните фото в семейном альбоме и показываете всем этот альбом. А вот настоящие диктаторы сразу ставят в программу обучения. В российские школьные учебники истории решили вшить горячую ленту новостей прямо в третье издание для 10-11 классов, которое обещают печатать в 2026 году. Туда добавляют сразу пачку свежих вех. Сочи, чемпионат мира 2018, ковид, отдельный акцент на так называемых причинах так называемого СВО и вишенка — это эпизод
эпизод о встрече Путина и Трампа на Аляске в Анкоридже, которую авторы хотят поставить финальной точкой учебника. При этом сами же признают, переписывать учебники часто — это нормально, потому что, цитирую, так было и в СССР. Самое показательное — это тон подачи. На конференции учителям фактически предлагают объяснять школьникам логику: если бы Украина вступила в НАТО, Россия воевала бы со всем НАТО, а это гибель цивилизации, а значит, государство защищает безопасность всего мира. Рядом еще один сюжет, который можно рассказать школьникам: Гренландия и оборона острова, как рамка для нынешних притязаний Трампа на Гренландию. С лекцией в стиле «прилетели американцы и разбомбили все в прах». И это все даже не стесняясь проговаривают как рабочий материал для уроков. Экс-премьер-министр Украины арестована. Юлия Тимошенко, известный политик, глава партии, экс-премьер-министр и историческая личность, арестована. Правда, заочно. Правда, в России. Генпрокуратура РФ заявила о заочном аресте по статье о фейках про армию. Так в Москве называют ее публичное заявление о военных действиях. МВД РФ объявила Тимошенко в международный розыск и направила уведомление в Интерпол. По этой статье грозит крупный штраф или до 10 лет тюрьмы. И параллельно в Украине у Тимошенко идет другое дело с залогом и арестом части имущества. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам о двойной игре Москвы, когда диалог звучит одновременно с новыми угрозами, ударами и попытками продавить свою формулу мира, которая снова выглядит как попытка подвести Киев к уступкам под красивой вывеской. Угроза нацбезопасности и нападение на друга Путина. История с методами, которые прямо пахнут Кремлем, и вопросом: все это атака или постановка? Какой город буквально стирают с карты? Катастрофа выглядит неминуемой, и счет идет не на недели, а на часы. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, ну а мы с вами встретимся уже вечером.